Почему же мы чихаем? Вопрос кажется довольно легким, но не каждый способен дать на него ответ. Многие функции человеческого организма давно исследованы, а некоторые, например, чихание или зевание, до сих пор обрастают гипотезами и предположениями. Перед чиханием человек ощущает раздражение или щекотание внутри носа. Центр чихания в мозге получает информацию от носа о небольшом щекотании и рассылает сообщения мышцам тела, задействованным в этом процессе, чтобы они все вместе создали такой сложный процесс, который мы просто называем чихание. Вы когда-нибудь задумывались, сколько мышц задействовано в процессе чихания? Мышцы живота и мышцы груди, диафрагмы и мышцы, контролирующие голосовые связки, и мышцы задней части горла, плюс мышцы век. Попробуйте чихнуть, не закрывая глаз, и вы поймете, что у вас ничего не получится. Чихательный центр занимается организацией процесса и заставляет все перечисленные мышцы работать слаженно, причем в определенной последовательности. И все это для того, чтобы избавиться от раздражения на слизистой носа. Причем дыхание способно отправить крошечные частички из носа с огромной скоростью, до 160 км в час. По сути, чихание – это просто резкий неожиданный выдох, который совершается всем телом за считанные доли секунды. Большая часть раздражителей, попадающих так или иначе внутрь носа, провоцирует чихание. Самые обычные раздражители – это пыль, холодный воздух, перец, шерсть животных, споры грибов и пыльца растений. А также вирус, делающий нос на время своим домом, развивает там бурную деятельность и выбрасывает продукты своей жизнедеятельности вовне, вызывая отеки и раздражение. Чихание может быть вызвано ярким солнечным светом. Этой особенности подвержена четверть людей, причем она передается по наследству. Такой же наследственной может быть и манера чихать после сытного обеда, однако генов, ответственных за послеобеденное или солнечное чихание, ученые не обнаружили. Наиболее частой причиной чихания является воспаление слизистой носа с ощущением сухости и жжения в носу, когда организм пытается избавиться от инфекций. Бывает и такое, что человеку хочется чихать после бокала вина или при мыслях о сексе. Все медицинские народные средства оказываются бессильными против затяжных приступов чихания, ведь природа процесса чихания до конца не изучена. Во сне человек не чихает, так как задействованные в процессе нервы тоже отдыхают. Неприкрытый чих в общественном месте способен заразить микробами до 150 человек. Это вся информация, с которой мы хотели с вами поделиться. Подписывайтесь и ставьте пальцы вверх, если хотите.